Друзья, добрый день. Сегодня отвечаю на вопрос нашей студентки. Вопрос звучит так. Кристина, добрый день. Расскажите, пожалуйста, о таком понятии, как религиозный инстинкт. Мои мысли, дальше мысли студентки идут. Я здесь хочу сказать, что всем студентам в нашей школе, в Европейской школе психологии, мы рекомендуем задавать вопросы преподавателям, мне на мастер-классы в следующем формате. Вопрос, да, и дальше идут ваши размышления на этот вопрос. Все, что приходит в голову. И в таком виде вы передаете дальше преподавателям и получаете обратную связь и на вопрос, и на ваше размышление, потому что ваши размышления всегда показывают ваш способ мыслить, да, вашу структуру мышления, соответственно, дает очень хороший такой анализ, да, дает очень хороший терапевтический эффект, кроме буквального ответа на вопрос. Вот поэтому, ну, вот вопрос так и структурирован. Да? Сначала вопрос, потом мысли студента, ну и дальше я дам свой комментарий. Значит, религиозный инстинкт. Ну, скажу еще, кто, в принципе, не слышал, что это такое. Это понятие, которое ввел Карл Густав Юнг, основатель аналитической психологии, ну, приравнивая потребность в религии к инстинкту. Религия в широком смысле слова это не христианство, ислам и так далее. Религия это необходимость и потребность внутренняя человека верить во что-то сверхъестественное, сверх того, что мы знаем, да, некую высшую силу. И вот Юнг приравнивал эту потребность к инстинкту, потому что он говорил о том, что эту потребность мы обнаруживаем везде, в каждой культуре, в каждой эпохе и так далее, да, это повторяется. Да, меняется система верований, меняются боги, меняются какие-то правила, но сама вот эта потребность верить в сверхъестественное, она остается. И кто-то говорит Бог, кто-то говорит высшая сила, кто-то еще что-то там, судьба, мое высшее я, неважно, но это всегда про нечто высшее, большее, сверх того, что есть, да, ну, когда мы говорим сверхъестественное, это значит, вот есть нечто уже естественное, познанное нами, да, то, что обычно для нас, а есть нечто сверх этого, да, и вот религиозный инстинкт, это про то, что человеку нужна вера вот в это сверх. Так, размышления студентки, которая задавала вопрос. Мои мысли такие. У нас встроен инстинкт самосохранения или безопасности. Он, как мне кажется, является базовым или первичным. Но, как и всего в природе, как у всего в природе, у инстинкта самосохранения тоже должен быть второй полюс. Но сразу скажу, что это очень профессиональное мышление с точки зрения психолога, да, думать всегда про вторую сторону медали. Я называю, мы в Европейской школе психологии называем это принципом дуальности, да, или принципом компенсаторности. И это один из важных принципов мышления психолога, да, поэтому здесь вы, ну, очень, еще раз, правильно с психологической точки зрения думаете, что всегда есть, да, какой-то другой полюс. И действительно, если инстинкт самовыживания, он связан с телом, с сохранением, то инстинкт религиозный, он связан с духовным и с развитием. Да? И в этом смысле они как бы полярны. Дальше мысли студентки. Можно ли посмотреть так, что мы идем от инстинкта выжить до инстинкта религиозного? Это и полярные понятия, и одновременно путь развития. Но опять же, здесь вопрос такой дискуссионный. Да? На большинство вопросов психологии наши студенты это очень хорошо знают, нет единого правильного ответа, есть точка зрения. И ваша точка зрения, как такая эволюционная, она имеет место быть, да, что человек движется от инстинкта выживания, сохранения себя, своего тела, до инстинкта развития и значит, ну, выхода за пределы себя, да, потому что религиозный инстинкт это про трансценденцию, про выход из себя, да, про выход за грань известного. И вы смотрите на это как на развитие от до. Можно на это смотреть как на одновременность. И то это важно, да, потому что ну, когда мы так думаем, вот, да, как вы предлагаете, мы говорим, мы как будто бы ставим телесное ниже духовного. Но это
Ну, это одна из точек зрения, да. Есть точка зрения, где это равно, и телесное, и духовное равно, и важно сохранить телесное, материальное, и важно развиться духовно. И то важно, да, и то одновременно происходит. В этом смысле это не некое путешествие, да, а это уже есть в человеке, и важно и то развивать. Вот. Мне ближе такая точка зрения, но опять же нет правильного. Это вопрос вашей системы ценностей, мировоззрения и по сути вашего метода работы как психолога, потому что вы работаете, психологи работают своей сутью, тем, как они видят мир. Вот это и есть их инструмент. Вот. И здесь просто от того, какая у вас система мировоззрения, будут приходить разные клиенты. И вы будете самым лучшим способом им помогать. То есть бессознательно всегда, да, работает принцип синхронистичности, я дальше о нем скажу, он имеет отношение тоже к теме нашего разговора. И еще это мысли студентки. Инстинкт самосохранения сам по себе это жизнь в страхе и недоверии к миру. А когда есть состояние высшего инстинкта, то инстинкт самосохранения тоже есть, но он как будто находится внутри религиозного, внутри чего-то большего и безопасного. Ну, опять же, да, здесь еще раз вы как будто эти инстинкты противоставляете друг другу и говорите о том, что инстинкт самосохранения, он такой низший, да, он как будто бы вот, да, только часть вот этого большего инстинкта, и развитие человека это движение от самосохранения к религиозному инстинкту, инстинкту развития. Еще раз, имеет место быть эта точка зрения, но есть и другая про то, что это есть одновременно, и это есть ну, такие равноправные, скажем, инстинкты. И с точки зрения психолога, если вы работаете с человеком, с группой социальной, ваша задача, ну, если вот вторую точку зрения взять, ваша задача балансировка. Да, если человек увяз в материальном выживании, в сохранении, его важно, да, добавить религиозный инстинкт. Если он опять же улетел куда-то туда, ему важно в небеса, да, ему важно добавить земного, и такая происходит, да, внутренняя балансировка. Что касается религиозного инстинкта, еще раз, да, первым психологом, кто ввел этот термин, был Карл Густав Юнг, который, вы знаете, да, он был, ну, скажем, основателем теории архетипов, неких типичных, архетипичных свойств психики, это образы, это некие потребности, которые свойственны всем абсолютно людям, и с которым человек рождается, это как некий базовый код человека, базовый код психики. Мне когда-то на мастер-классе задавали вопрос, что такое архетипы, и я, когда отвечала, привела такую метафору, что вот представьте себе, например, завтра человечество исчезает с лица земли, да? Ну, не дай бог. И сохраняется, да, какая-то только базовая информация. И вот если это информация об архетипах, то, например, когда эту информацию развернуть на какой-то другой планете, цивилизация выстроится примерно таким же образом. Да? То есть это некие базовые коды. Вот, базовые образы, базовые потребности, базовые сценарии. То есть, еще раз, да, вот то, что задает вектор развития цивилизации. Так вот, исследуя эту тему, Юнг обратил внимание, что в каждое время, в каждом обществе, при каждой культуре, в каждую эпоху людям было необходимо верить во что-то сверхъестественное. И он назвал это религиозным инстинктом. С другой стороны, есть исследователи, которые говорят о том, что религия возникла как ответ на необходимость в новых инструментах управления. До того, как произошло развитие земледелия, люди жили небольшими группами. Смотрите, управление в небольших группах происходит за счет привязанности людей друг к другу. Например, если я к вам привязана, я вас вряд ли убью. Да? Или если я к вам очень сильно привязана, я вряд ли украду у вас и так далее. Вот эти заповеди, да, 10 заповедей, которые регулируют, по сути, социальные отношения,
они э, выполнялись сами собой из-за того, что в небольших группах у людей формируется эмоциональная привязанность. За счет чего? За счет прямого общения. Да? Когда люди живут группой 20-30 человек до 70, они, как правило, напрямую общаются. И вот это вот общение. Дальше у них есть физический контакт, они дотрагиваются друг к другу, они могут там слышать запах друг друга, воспринимать и так далее. Это физический контакт, и они могут у них есть повод смеяться вместе, да. И вот эти три фактора: общение, смех и физический контакт, они запускают выработку эндорфинов и формирует тем самым эмоциональную связь между людьми. И чем крепче эта эмоциональная связь, тем меньше мне хочется, и тем меньше я способна становлюсь причинить вред другому человеку. Ну, если я психически здорова, да. А в то время психических таких болезней было достаточно мало, да, потому что они появились с развитием цивилизации, которая заставляла человека многое в себе подавлять. Поэтому психически здоровый человек при наличии эмоциональной связи, привязанности позитивной к другому человеку, он не будет причинять ему вред. И вот таким образом осуществлялось управление в небольших группах. С приходом земледелия, с развитием земледелия люди стали жить оседло и стали жить большими группами, да, больше 70 человек, где вот это правило личного контакта уже не работает. И возникла необходимость в нахождении новых инструментов управления в этих группах, да, потому что если люди начнут убивать друг друга, воровать, насиловать, группа жить не сможет. Что предлагала религия? Она предлагала такие мероприятия, да, какие-то службы, ритуалы, где было задействовано очень много людей. И вот во время этих ритуалов у них точно так же вырабатывались эндорфины, как будто бы у них личный физический контакт или личное общение. И вот за счет этих религиозных обрядов удавалось, да, установить нужный эмоциональный контакт между людьми в большой группе. В сегодняшнем бизнесе эту роль выполняет корпоративная культура, о которой так много говорят, но это вот если проводить параллели. И такой взгляд на происхождение религии тоже имеет место быть. Да? То есть это причинно-следственное размышление. Да? Вот была причина, необходимость поиска новых инструментов управления, и вот следствие, да, возникновения религии. Но мне нравится смотреть на любое внешнее событие через теорию того же Карла Густава Юнга о принципе синхронистичности. Согласно этому принципу, любое внешнее явление возникает на пересечении двух линий. Первая линия – это причинно-следственный принцип. Да? Еще раз, есть причина и есть следствие, что-то возникает. И есть вторая линия, как говорил Карл Густав Юнг, это принцип синхронистичности или совпадение по смыслу, совпадение по сути. Вот если говорить про религию, то мы видим причинно-следственную линию, да, которую вот я выше озвучила, и при этом, да, мы говорим, что есть синхронистичность, то есть ничего внешне не может возникнуть, если нет внутреннего аналога. То есть и Юнг говорит о религиозном инстинкте как о том, той потребности, с которой человек рождается. Это потребность верить во что-то сверхъестественное, что-то, что есть за гранью видимого. Что это такое внутри? Да? На самом деле это потребность человека к развитию. Потому что когда мы говорим, что верим, что существует что-то сверхъестественное, то, чего мы еще не знаем, то, что превосходит наше сегодняшнее восприятие себя, да, мы оставляем себе путь к развитию. Да. Когда я говорю, что есть какая-то всемогущая сила, это про то, что и я, и дальше человечество может постепенно куда-то развиваться. Есть что-то за пределами того, что уже я знаю сейчас. Да? То есть это про возможность выхода за пределы себя, или другими словами Юнг называл это трансцендентной функцией психики, да, необходимостью становиться больше, чем я есть сейчас. Да? И это некая
сила, которая движет и отдельно человеком, и человечеством в целом.